Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы тестируем с вами ZTE Nubia Z50S Pro. Вот такое вот длинное название у нас у ZTE-шечки. Не забывайте, что Nubia это ZTE, а ZTE это, разумеется, все-таки ближе даже к третьему эшелону. По мне, даже Lenovo чуть-чуть серьезнее, но это лучше, чем любой третий эшелон, если брать Tecno, Infinix и все остальное. Достаточно увидеть у Nubia зарядки, потрогать в руках сами устройства и понимаешь, что это абсолютно другой уровень. Ну а про программное обеспечение здесь, конечно, это слабое звено, но обо всем по порядку. На этом канале я рассказываю то, что важно для меня. На основном канале Польза.нет, где нас 402 тысячи человек в подписчиках, я рассказываю о том, что может быть важно всем, то есть обо всем. Здесь для меня важно, что 1,5 миллиона баллов в Antutu он выбивает на этом Snapdragon Gen 2. Меня напрягло, что он выбивает только 118 тысяч в Storage тесте. Это мало для его типа памяти. Здесь что-то не так. Очень сильно напрягла работа Wi-Fi, потому что мой гигабитный интернет обычно для оптимизированных устройств дает возможность скачивать тот же Genshin при скорости 40 мегабайт в секунду. Этот качал при скорости 8 мегабайтах в секунду, и согласитесь, это плохо. Сейчас вы видите фронталку данного устройства, 1080p 30 fps у него возможность, максимум, по-моему, 60 fps. У фронталки стримим мы в 1080p 30 fps. Основной модуль может снимать в 8К, но также основной модуль может снимать в 4К 120 fps. Но я это дело уже попробовал, уже скинул в свою личную телегу. Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Во всяком случае, по моему мнению подписчиков точно, потому что, допустим, в том же телеграм-канале скидок у нас уже 95 тысяч человек. Я там не особо часто что-то размещаю, но обычно это полезно. ZTE Nubia Z50S Pro. Snapdragon Gen 2, поддержка 4К 120 FPS, хотя практически нулевая оптимизация, медленный Wi-Fi почему-то, и в целом экран прямой, что мне нравится, рамки металлические, что мне нравится, вес мне не нравится, 240 граммов это много, хотя с другой стороны я сам хожу с iPhone 14 Pro Max и он не намного легче. Хотя, может быть, он также, но как-то по-другому ощущается, потому что этот смарт толще, они сделали очень большую шайбу. Нет, я отключил прошлый стрим, поэтому вам показалось, что он завис. Вы, скорее всего, будете смотреть это все на Польза.нет Live. Для чего мы здесь собрались? Чтобы посмотреть, как быстро он поедает в PUBG аккумулятор. Я буквально 20-30 минут его погоняю. На этом мы закончим. Почему? Потому что не то чтобы смартфон неинтересный, но объективно это третий эшелон, но не такой третий эшелон, как Infinix или Tecno. Потому что я часто повторяю, что дело в деталях. Окей, у Samsung и Яблока нет вообще зарядок, но один кабель, когда ты достаешь, ты ощущаешь, что он качественный. Здесь такая же история. Здесь ты достаешь зарядку Nubia и у Tecno какого-нибудь. Помните, Phantom X2 я для себя купил и тестировал. Это ленововская, тоже потребная. Это у нас Nubia. Нормальный, качественный пластик. Качественная сборка. Никакого запаха химии. Там, не знаю, вот этого дешмана. А когда я купил за 46 тысяч, к слову, за 49 тысяч рублей фантомчик, я очумел с этой зарядки, которая была хуже, чем у Realme C53. Вот. И в целом, не будем хейтить другие бренды, в целом просто, наверное, да, Nubia и Lenovo надо относить все-таки ко второму эшелону, пусть даже у них с прошивками не всегда все хорошо, но у них реальное количество большое фанатов. Вы видите по просмотрам, все-таки они будут. И внешне смарт выглядит интересно, прямые грани, такой БП купить можно, блок питания, я не знаю, но это идет вместе с комплектом с смартфоном. Все, давайте переходим в игровой режим, по-быстрому погоняем. Если вам понравится, то я все это дело повторю. А пока... стоп. Вообще не переходим мы к герцовке. Если он сейчас вылетел, то это, конечно, шейм... Нет, у нас сгорел. Очень плохо. Дисплей. Максимальная яркость по фреймрейту 144 Гц, никаких, точнее 120, никаких 144. Кстати, я, наверное, надеялся увидеть у ZTE, что они решили сюда вообще все запихать, но нет. По поводу яркости экрана в канделах по какой-то неясной мне причине, давайте в люксах, наверное, посмотрим. 900 люксов, вообще жир. Жир, извините за мой сленг,
И я вам скажу, что еще и подсветка равномерная, что вообще удивительно, почти равномерно. Не в верхней части экрана здесь 830, в нижней по центру 900 с копейками. И прохладно. Сейчас мы включаем секундомер, 52%, и поиграем минуток 20. Не игровой этот смарт, это смарт-камерафон с претензией на флагманство. И в принципе я эту претензию полностью разделяю. Полуторка здесь, нет, не полуторка, здесь полноценное стерео. И это радует. И по звуку полноценное стерео. Сейчас мы единственное выставим на максималочке. Что за смарт? Nubia ZTE Z50 Ultra. 90 FPS. Да. Да. High. On. Optimize. Default. Save. Все. Понеслась. Рандом соло. Так. Смотрим еще раз заряд. 52. Все-таки 52%. И секундомер начал. 52, и сейчас я еще найду музыку, чтобы у нас она была. Мне кажется, меня уже забанят за музыку, хотя не факт. Не забанят, а YouTube снимает монетизацию, пока баны не приходят, кстати. За что ему огромное спасибо. Вообще, не обращайте внимания, ВК полностью закрыл. Потому что там какие-то непонятные вообще у них движения стали насчет закона о рекламе. То есть, неважно, ругаешь ты, не ругаешь, неважно, реферальный товар или нет, все равно тебе прилетит. Ну, проще говоря, кто понимает, о чем я, тот понимает, и это хорошо. Потому что сегодня, утрированно, точнее, вчера, со вчерашнего дня, ввелся закон, как бы, который совсем дышло. Если вот ради интереса посмотрите, как сейчас будет жить любая блогосфера, то есть у вас там, не знаю, может быть 100 человек, и вы можете поделиться ссылкой на что-то, но это будет уже рекламой, и до такой степени дырявый закон, я не против него вообще. Я плачу налоги, мне все равно. Я вообще не совсем понимаю, я плачу налоги, как и все блогеры, и не только за блогерство. И ну, единственное, что они сделали так, что если ты платишь, то ты дурачок, и ты можешь попасть на несколько десятков миллионов, а если ты не платишь, то ты молодец. Ну хорошо, их выбор. Опять квадратные грани. Ну, я вообще за то, чтобы были квадратные грани. Мне вообще дизайн этого смартфона нравится. И то, что он пузатый, мне тоже нравится. О чем я всегда о чем-то наболевшем. Повторяю, что я всегда играю в то, что мне нравится играть. И вполне возможно, я еще в чем-то погоняю. Блиновская не платила. Блиновская платила, она просто имела миллиарды, и она платила не по тому налогообложению. То есть, проще говоря, я был самозанятым. Сейчас я вообще плачу 13% как физик. То есть я вообще как никто. Ну, технически я самозанятый. Посмотрите на FPS. Я против инфо-цыган. Любые подобные шаманства на месте любого государства просто прикрывал бы. А я в этом не силен. Ну, я разбираюсь в налогах, и я вам скажу так, неважно чем она, важно не то, что она не платила налоги, а как ей позволяли в таких объемах облапошивать граждан. Не знаю, они бы сделали, допустим, лимит по продаже курса. То есть, ну, лимитированный курс не должен быть дороже 30 тысяч рублей. Потому что это же не высшее образование. То есть, у нас есть какой-то предел для стоимости высшего образования. Окей, есть, допустим, high education для, высшее образование для бизнеса. Ну вот у меня знакомый получал сейчас спецвышку по экономике, но он заплатил 400 штук. Притом там у них прям вообще по полной программе, и чуть ли не все полностью возвращает ему потом его контора, в которой он работает, либо кто MBA получал. Там все равно ограничения. Но там это пощупать можно. Это реально легальная штука. Я не понимаю, кто вообще ведется на... Ну, то есть, мое мнение, курсы создают ленивых людей. Это так же, как люди... Ну, есть реально вредные штуки. То есть, если ты рекламируешь казино, ну, это реально ну, я просто бы сделал это незаконно. Они вместо того, чтобы сделать это незаконно, они такие сказали, а мы со всех будем стричь деньги. Окей, но... Говорю, вещи абсолютно бесконечны и понятно всем, что они плохие,
Сейчас на них не обращают внимания, говорят, они не платили налоги. А то, что занимался человек дичью, вообще никого не трогает. И, ну, мне странно. Я, допустим, против этого. Так, стоп. Еще и выстрел одиночный. О, М-ка была. Прикольная. Вот это вот хороший ружье. Где этот тип? Какой гаджет тестируем? Nubia Z50S Ultra. Люди, которые на ВК будут смотреть, на YouTube будут смотреть, будут видеть. О, MG-шка. Ничего, хороший такой тип. О чем я? Я не о наболевшем, я о том, что довольно странная все равно политика. Но с другой стороны, это дает 99% уверенность того, что они не забанят YouTube. Допустим, в запрещенной мете они сказали, что они не будут никого штрафовать. Проще говоря, если ты будешь в инсте, запрещенной инсте, размещать рекламу, штрафа не будет. О чем это говорит? О том, что нужно уходить в Инстаграм и в Фейсбук. Тогда у тебя не будет проблем. Ну, то есть это какой-то сюр вообще, просто сюр. То есть все делается так, чтобы в законном поле было неудобно. С другой стороны, если они просто забанят YouTube, то, соответственно, здесь, может, оно и хорошо, что рекламы не будет. Я говорю, я также говорил про монетизацию. Реально стало меньше дичи. То есть отключили монетизацию, дичи стало меньше на YouTube. Отключат сейчас, не знаю, сделают его доступ только через VPN, мне кажется, тоже дичи меньше станет. Просто надо включать мозг. Нет, ну давай прямым текстом. Образовательная деятельность и деятельность по, не знаю, обучению населения, финансовой грамотности и всему остальному, это не на населении, это на государстве. То есть государство должно реально, вот в этом смысле я считаю, что любое государство должно добавлять финансовую грамотность в людях. Понятно, что оно должно разгонять экономику много чем, но думать на перспективу, потому что чем умнее у тебя население, тем больше оно будет вкладываться в свое здоровье, в знания. То есть, допустим, я почему, наверное, не против... Можно звук икры тише, окей. Не против, ну не то, что не против, а я очень сильно уважаю государства, в которых религия... У нас светское государство, у нас религии нет. Ну, согласно Конституции. Возможно, согласно чего-то другого. И СМИ у нас там много чего, скрепы, еще что-то. Притом непонятно, куда это приклеить. Но в целом государство у нас светское. То есть нельзя сказать, что у нас есть какая-то религия, правильно? Это я не в политику ухожу, я ухожу в потребление. Так вот, ничего плохого в государстве, в котором там нельзя свободно купить какие-то виды тех же алкоголя или еще чего-то нет. Потому что вопрос в доступе, наверное. Опять же, это мое субъективное мнение. А что, YouTube блокирует? Не, ну, оно же обещалось всеми блогерами, которые были заблокированы за позицию. Притом непонятно какую чаще всего, потому что очень многие из них не имеют даже школьного, мне кажется, образования, учитывая то, как они перетасовывают исторические факты. То есть есть черные, есть белые, есть хорошие вещи, есть плохие, есть официальные данные мировые по, допустим, не знаю, потерям чего-то там, даже наши. А когда человек их просто в кашу и потом высыпает что-то непонятное. Ну, в общем, придумали непонятно что. Сейчас увидим, как это будет работать. Пока, говорю, я очень много могу вещей сказать, где закон вообще у нас никак не работает. Если этот закон начнет прям капитально работать, ну ничего там. У всех блогеров можно сейчас все конфисковать по полной. То есть вообще у любого. У любого блогера больше 30 тысяч подписчиков можно обзорщика. Можно конфисковать все. Я не думаю, что у кого-то там есть в загашнике 200 миллионов рублей, чтобы расплатиться за эти штрафы. Потому что то, как сейчас построен закон, ну, окей. Как они будут его применять, тоже посмотрим. Очень странно, говорю, потому что ты вроде налоги платятся, а надо еще что-то. Наверное, это наподобие, как его называют, как повесили эти штуки на тягачи. То есть ты платишь там, платишь тут, платишь тут, платишь тут. Вообще непонятно, сколько, ну, реально один налог суммируется на другой, на акциз, на еще что-то, на еще что-то, на еще что-то. Везде штрафы, просто такой, что? Ну и поэтому в каких-то моментах, наверное, выгоднее работать на дядю, чем на себя.
Так, тоже считаю, что в школе делали мне нечего голову забивать религии, лучше бы учили, как с деньгами обращаться. Лучше бы всех учили, как с деньгами обращаться. И говорю, всех этих инфо-цыган, которые там репост, скиньте мне 1000 рублей на участие в лотерее. Блин, ну, извините за ругательство, но пусть будет лотерея, это монополия государства. Понятно, что кто-то на это ведется. Но вообще любые подобные действия, вот там реально золотая жила. Яркий пример это Блиновская. Я не говорю, что блогеров не надо, допустим, прессовать. Так я и так плачу налоги. Я вот не совсем понимаю, я и так плачу налоги, притом не только с блогерства. То есть просто дополнительно еще акцизы накинуть? Ну, накинули. Только зачем это все усложнять? Они реально накинули так, что невозможно легально действовать. То есть им объясняли люди, что вы чисто физически создаете такие условия, при которых на этом рынке невозможно физически работать. Если ты не, допустим, там, не знаю, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, да, они будут в огне, там, допустим, потому что всех мелочей сейчас можно будет по щелчку просто разносить. Хотя их тоже. Мне китаец говорил, что Poco F5 Pro лучше, чем IQ Neo 7. А где их сравнивал и говорил, что это не так, или вообще как можно сравнивать глобальный смартфон для глобального рынка и смарт для китайского рынка, при том, как я понимаю, Q8, он дешевле по стоимости. Ты сравнивай Q8 с пятым, вообще такой хитрый, слышишь? Сталин. Ну-ка, а с чем сравнивать F5 Pro по стоимости? Neo 8 Pro. И Neo 8 Pro будет еще и дешевле. Так не делают. Так, 5 секунд. Кастомайз. Я думаю, одну катку мы как раз и скатаем. Пока нет ощущения, что бросилась яркость. К чему это все? У нас уже 13 человек. Ей. К тому, что изменения ежедневные. И я об этом рассказываю, потому что люди уже писали, многие, что где твои ролики в ВК. Я ВК закрыл. То есть я от них не понял вообще систему. Я сейчас объясню. Нет никакой проблемы, что у меня там ролик висит. У меня проблема с репостами. То есть ее репостят другие группы. И с этим у меня может быть проблема. То есть они там не найдут хвостов. А я как бы, вот он на ладони. И ко мне придут за их репосты, за их комменты. Притом там чуть ли не ответственный. Вообще ничего не понятно. Меня просто эта штука бесит. Что ты сидишь такой, а что делать? А я не знаю. Ну и ладно. Так. Все через Ж. Хотя времени было море. То есть им говорили, как надо сделать. Акциз есть, допустим. Сделай ты акциз, там, не знаю, на годовую активность, там, 100 тысяч рублей в месяц, чтобы тебе платили. Там, 50. С каким процессом сейчас лучше брать смарты у китайцев? А какая разница у кого? Любые смарты лучше брать на 8 Gen 2. По мне. Ничего ж себе, а что у нас за ажиотаж сегодня такой? 1 сентября, народ в школу пошел, все, выдали смартфоны. Без сарказма. Выходной, ешки-гагошки. Всех с субботой. Всех приятно видеть. Кстати, у меня сейчас Lenovo выгрузился. Да. Я сейчас загружу Lenovo. Ленововский планшет сейчас будет на обзоре на основном канале. К слову, кому интересно. Я сейчас все это дело, подождите, поставлю в загрузку. И мы с вами продолжим общаться. Помните, недавно Lenovo Y700 гонял? Общепит. Так. Что общепит? 5 секунд, теперь мне надо Twitch найти. У меня нет выходных. Уже, наверное, лет 30. Ну, не 30, ладно. После школы сколько? 23 года. Я не знаю, как понять выходной. Это тоже вот люди говорят выходной. Это, наверное, у людей, у которых все хорошо в жизни. Они там сидят с банкой пива и смотрят телек. А у меня постоянно какой-то движ. И он меня не особо радует. Это так же, как вчера я пошел там в 10 с лишним вечера плавать. Хотя меня вырубало вообще капитально. Опа. Ух ты, смотрите-ка, какой хитрый. А с кем он стрелялся, интересно? Не, это бот.
Вообще выглядел прям так импульсивно. Импульсивно заряженный бот. Не Poco, а Redmi K60 Pro лучше. А что Redmi K60 Pro дешевле, чем iQOO Neo 8? Вот почему можно сравнивать смартфоны с разной стоимостью? Вот как вам не стыдно? Это же неправильно. Дроп, дроп, дроп. Все. Согласитесь, это нечестно. Что это за штуки вообще? Так, с кем-то он стрелялся, и где-то здесь дроп. Смарт горячий, по ощущениям яркость не сбросил пока, и я думаю, что не сбросит. Там он куда-то скинул, по-моему, дроп. Должен был, да, все вижу. Гоним. Хотя вряд ли мне что-то выпадет лучше, чем этот пулемет. Ну единственное, да, мне же третью броню-то надо набрать. Пулеметик очень хороший, особенно вблизи. Лед приготовил? Не-не-не. Вот, хотя, с другой стороны, вот я сейчас ною, что есть фанаты брендов. Так это же хорошо, иначе бы у меня не было просмотров бы, правильно? Они бы ничего не делали. Обозревали бы мы одни айфоны, которые я так и не пообозревал. Вы ощущаете, уже сейчас 15 выйдет, а я обозревал только 14 14 Pro Max, который у меня на руках я не обозревал. Да и ладно. Ну, во-первых, китаец тебе втирает то, что ему нужно продать. Давай откровенно. Потому что айкушки он продаст без проблем, а редмики никому сейчас уже не нужны. Правильно? Ты же согласен со мной в этом смысле? Так, ну что, в открытой тачке поехать? Так, уже кто-то залутался. Опа! 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 Ну не на ту кнопку нажал. А так бы я сейчас бы вообще все. Победил бы всех. Но... конфирм. Есть, я смогу еще выпрыгнуть. А где я был? Очень далеко я был, да? Ну и ладно. У меня же там тачка недалеко, правильно? Вообще ничего не трогает меня. Так, стоп. А почему я не могу выпрыгнуть? Могу. Может быть, мне повезет, он меня все-таки не убьет во второй-то раз. В 15-м особо ничего не поменяли. Ну давай, а что, уже была презентация или нет? По-моему, не было же презентация. Вы заметите, сколько FPS здесь? 63, 59, 51. Да, Lenovo, которая лупит просто капитально, да? И это дело. Так, мы сейчас по-хитрому подъедем. И заберем все. Это очень наивно с моей стороны. Прям наивно-наивно, но... Все. Все вернул. Так, а почему я броню не забрал? Все, броню забрал. А почему? Вы заметили, вообще ничего не забралось, что ли? Или как это? Почему у меня пистолет горит? Ну ладно. Машинка уехала. По-любому будет меня принимать. Но у нас еще 27 живых. Здесь особо не разбегаешься. Объективно. Привет чатику, привет. Сколько мы уже играем? 18 минут. То есть мне выжить еще надо минут 10. С пистолета можно из-за руля стрелять, понял. Жизнь налаживается, как говорится. Neo 8 Pro дороже на 5000, чем Neo 8. Так, сейчас. От одного дропа к другому дропу, как говорится. Вообще мне надо просто в зону заехать.
Вот здесь по-любому, типа, я бы здесь прятался. Очуметь. То чувство, когда ты просто не поменял оружие. Всем привет. Привет, Роман. Картинка ребит. Не ко мне, а к картинке, правда? Что у меня не так? Почему так мало энергетиков? 18 в онлайне. Вы чего? Привет, Шепря. Так. Есть энергетики. Все. И теперь еще один энергетик. Все. Здесь у нас дроп был, да? Вот там, по-моему. Очень зря я нечаянно выстрелил. Но мне нужна третья каска. Опять выстрелил. Дружище, по факту отличие камеры основной процем то, что немного лучше, чтобы платить за них переплату. Я вообще не из тех, кто кричит, что что-то надо брать. Я говорю о том, что если у вас смарт работает и все устраивает, нечего напрягаться. Вот. Вот. Мне кажется, что я довольно часто это повторяю, если не рекламный ролик. Во. Ага. Окей, каска третья. Эта штука третья. Патроны есть еще. Здесь еще есть патроны. Угу. О, там еще трупак у кого-то был или нет? Еще там. Понятно. И вот так. Все. Машинка приехала. Да ладно. Вот это я дурачелова. Вот это я дурачелова. Так. Английский у меня в игре, потому что это китайская версия смартфона, и глобалки, мне не кажется, что в ZTE 50S Pro будет она. 21 минута, и было 52%, стало 43. Умножаем на 3. Где-то 27% в час он поедает. Особо, да, долго я тестировать не буду. Сейчас, подождите, геймплей еще раз мы посмотрим насчет температуры и всего остального. Зачем мне? Надеюсь, что с он не вылетит. Очень надеюсь, потому что очень часто при включении Antutu вылетает проц 42 и 46. Вы сами все видите. Nubia Z50S Pro. 1,5 миллиона баллов. Все. И из интересного, подождите, я сейчас проверю единственное. Яркость не сбросилась вообще. Плюс в карму. То есть плюс в карму и... Итого. Смарт, если играть больше часа, спешите играть или нет, почему я не считаю, что его стоит прям мучить так долго? Потому что у него FPS вообще был очень низкий. И хотя, да, он не сбросил у нас яркость, но FPS он сбросил конкретно. И он довольно горячий. Прям очень, ну не очень, но довольно горячий. То есть тут 40 фронталка, тыльная часть. Тыльная часть не сильно горячая. Хотя у меня руки вспотели, 39. Звука нет. Надеюсь, что звук появился. 5 секунд. Есть звук. Так вот, Smart 41 градус лицо, тыльная часть 39,
Повторяюсь, что есть у него проблема с, допустим, когда он грузил у меня Genshin, он был 42-41 градус и качал его медленно. Здесь по FPS у него была просадка в игре, поэтому особо долго его гонять смысла я не вижу. Хорошо, что яркость не сбросил. Всем огромное спасибо, что зашли. Здесь не о чем особо разговаривать. Обычный китайский хороший смартфон. Претензий к нему мало. Всем добра девайсу. Посмотрим. Вот сейчас посмотрим, что будет потом, потому что смотрите на основном канале обзор. Возможно, одним кадром еще сделаю обзор на него. Напишите, вам интересно или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.